Здравствуйте, друзья! Сегодня будем шить вот такое симпатичное, яркое, нарядное покрывало для дачи. Кому интересно, как я его собирала, сшила, оставайтесь со мной, все покажу и расскажу. Ставьте лайки и подписывайтесь, не забывайте. Я собрала халаты и футболки ненужные, которые лежат, никто их не носит. Я вырезала шаблон 22 на 22 сантиметра и начала раскраивать. Раскроила все халаты и футболки. У меня получилась такая внушительная стопочка тканюшек всяких. Они немножко отличались по качеству. Какие-то посильнее тянулись, какие-то поменьше. Трикотаж хорош тем, что его можно не обрабатывать оверлоком или зигзагом. Просто прошить, и он не распускается. Вот так я начала раскладывать квадраты. Хотела вообще хаотично все прошить. Но потом решила все-таки сделать узор. Вперед так пробовала, потом эдак. Вот этот у меня, не окончательный вариант еще. По-другому я сделала. В итоге вот этот почти окончательный. Но мне пришлось еще с обеих сторон в длину удлинять покрывало мое. Потому что когда сшилось оно, стало коротковато. Я не ожидала такого результата. И пришлось мне надставить еще 2 ряда в длину. Вот так я накладывала друг на друга. На 1,5-2 сантиметра прошивала зигзагом на швейной машине. Так постепенно я скалывала квадратики один за другим внахлёст. Таким образом я сколола 21 квадрат. То есть 3 ряда. Я устала скалывать. Очень утомительно мне показалось скалывать это все, каждый квадратик в нескольких местах. Все-таки я вот эти ряды оставила и прошила постепенно все сколотые квадратики. Вот такое покрывало получилось в итоге. Но оно мне оказалось коротковатым. Ширину меня устраивало, а в длину нет. И я разложила еще 2 ряда с обеих сторон. Сделала рисунок определенный. Сначала я пришивала вот так короткую сторону. Все квадраты друг на дружку накладывала, чтобы здесь нахлёст был, чтобы здесь нахлёст был. Со всех сторон. И каждый квадрат вот так постепенно пришивала вперед поперечную вот эту. А потом вот эти квадраты. Затем опять следующий ряд. Опять. Это у меня все было сколото. 3 ряда я сколола и прошивала. Также все с нахлёстом везде. На 1,5-2 сантиметра. Поэтому у меня и длина, и ширина уменьшились. Я думала, у меня больше будет размер выйдет, но вышел как вышел. Когда я прошила вот эти 3 ряда, следующие я стала по одному квадратику пришивать. И не мучиться, не скалывать. А пришивала постепенно, также пришивала вот в ту сторону я шла. Вот этот бок пришивала. Этот внахлёст накладывала на этот лоскут. Опять прошивала. И этот тоже внахлёст. И сюда, и сюда. И вот так прошивала. Вот эту вперед длину прошила. А потом вот здесь сшивала. Понятно или нет, рассказываю. Итак, остальные все ряды сшились. И вот, видите, вот этот у меня планировались, вот этот последний ряд. Но я надставила еще вот с той стороны и с этой стороны по ряду. Вот, видите,
Пришлось мне надставлять. Коротковато оказалось. Я сначала переживала, что трикотаж как себя будет вести. Боялась, что будет скручиваться, вытягиваться. Но нет, он хорошо себя вел, на удивление. У меня остались нарезанные квадраты трикотажные. Я решила сшить наволочку квадратную. Вот видите, 9 расцветок, 9 разных вещиц было у меня, которые я порезала. Но здесь уже хаотично я оставила. Вот эту аппликацию я решила поставить в центр. Набила просто синтепон. У меня подушки на даче все находятся, которые нужны мне. Поэтому они не очень ровные получились. Сделала также запахом наволочку. Пришила, правда, другой трикотаж уже. Вот, а другую сторону, вот яркое пятно в центре сделала цветок красный. Тоже симпатично получилось. Вот как раз все 9 расцветок у меня на одной стороне и на другой стороне. Результат мне очень нравится. После первой наволочки я же не могла наволочку одну оставить. Я сшила покрывало и еще одну наволочку. Мне очень нравится. Подходит как раз мне под интерьер, под дачный. А вот так симпатично выглядит он на моем диване кровати в комнате. Голубые вставки поддерживают голубые обои на стенах. А хотите, я вам расскажу и покажу историю вот этого дивана кровати. Очень интересная история, поучительная, и есть лайфхаки такие полезные, которые должны знать люди. Обратите внимание на изголовье дивана, кровати и изножье. И сейчас точно такие же изголовья и изножья увидите на моей кровати. А вот моя картинка не оформленная в рамочку, все некогда мне оформить это. Как вам покрывало и наволочки? Мне очень нравится. Ярко, красиво. Напишите в комментариях, что вам понравилось, что не понравилось. Ставьте лайки, дизлайки. Кому не понравилось, что делать? Скажут, что старые дряхлые халаты и футболки, они совсем не дряхлые. Они просто вышли из моды, как говорится. Какие-то где-то пятнышко стоит, не отстирывается, поэтому не стали их носить, и они залежались. А это покрывало уже на моей кровати. Поверх моего покрывала лежит. И посмотрите, как хорошо смотрится кайма. Вот если приделать сюда кайму, вообще будет симпатично. Но я не знаю, делать мне ее или нет. Я не планировала этого. Пишите в комментариях, что вы думаете. Какие у вас предложения. Правда, смотрите, как симпатично с каймой. И обратите внимание сейчас на изголовье кровати моей. И хотите ли вы знать историю моего диванчика того, в другой комнате, который стоит? Напишите в комментариях, пожалуйста. Размер покрывала вышел 190 на 120 сантиметров. Мне достаточно. Я планирую им укрываться на даче. Простынкой простой, тонкой бывает прохладно. Ночи прохладные. А вот этой трикотажной будет самое то. Смотрите, как симпатично смотрится. На кровати, на этом покрывале, на нижнем, с каймой. Прям прелесть. А вот это диванчик опять. Так что, девчонки, не выбрасывайте футболки и халаты. Берите, разрезайте и шейте нужные вещи. Удачи, всего доброго, до скорой встречи.